Бон аппетит, друзья! Бонжур, друзья! Сегодня вы почувствуете запах Франции даже через телефон, потому что мы готовим французский луковый суп. Первым делом нам нужно нарезать лук. Лук берем молодой и белый. Разрезаем пополам. У меня достаточно крупные луковицы, поэтому я разрежу еще пополам. Не делаем слишком мелкие надрезы, потому что он ужарится и уменьшится в размере примерно наполовину. Французский суп во Франции такая же визитная карточка, как и круассан. Это очень вкусное блюдо, и вам тоже обязательно понравится. Чтобы лук не щипал глазки, нужно его вымочить в холодной воде. И также периодически смачивать нож в холодной воде. Еще можно пожевать жвачку. Если есть возможность выйти на улицу, то тоже на улице это будет очень хорошо. Сейчас нам нужно растопить сливочное масло, приблизительно 100 грамм. Берите посуду с высокими бортиками. Это может быть сотейник, это может быть кастрюля, либо казанок. Я в данном случае взяла глубокую сковороду. Масло уже растопилось, ждем, пока оно закипит, и будем добавлять лук. Теперь добавляем сюда лук и будем его карамелизировать. Это, конечно, очень долгий процесс. Лука может показаться очень много, но увидите в процессе, он очень сильно уменьшится в объеме. На первом этапе можно пожарить на высокой температуре. Когда начнется уже карамелизация, тогда температуру немножко нужно будет убавить. Ориентируйтесь по своей плите. Лук наш должен зазолотиться. Вы увидите, когда начнет карамелизироваться. Это за счет сахара, которого в луке, кстати, очень много. Уже видно, как лук уменьшился в размерах. Вы, главное, никуда далеко не отходите. Очень важно часто помешивать. И пока мы здесь, сейчас поставим бульон. Обжаривать лук нужно приблизительно минут 30-40. И тогда вы точно избавитесь от его неприятного вкуса. Смотрите на этом этапе, какой лук стал прозрачный и какой податливый. И насколько он уменьшился в размере. Вода закипела. Добавляем сюда куриные бедрышки. Ложечку соли. Специи для супа. Два лавровых листика, смесь перцев, белые, розовые и черные, и немножко куркумы. Лук наш уже начал схватываться, уже карамелизируется. Еще минут 15, и он уже станет у нас коричневатый весь. Обязательно постоянно помешивайте.
Особенно сейчас. Нам ни в коем случае нельзя дать, чтобы он подгорел. Неотъемлемая часть лукового супа – это гренки. Но я в этот раз решила сделать сухарики. Нарезаю тостовый хлебушек на кубики. Его нужно будет запечь в духовке до корочки. Я много раз готовила луковый суп, его очень любит моя семья, и я убедилась, что когда с сухариками гораздо удобнее кушать. Выкладываем наши сухарики на противень. Добавляем масло. И посыпаем прованскими травами. Ароматными. Какая же Франция без прованских трав? И ставим на 180 градусов запекаться. Посмотрите, насколько лук уменьшился в объеме. И появился приятный сливочный аромат. На этом этапе можно добавить немножко мускатного ореха. Он придаст пикантный вкус нашему луковому супу. Перемешиваем и продолжаем еще дальше его карамелизировать. Лук наш карамельный, невероятно вкусно пахнет сливками. Добавляем сюда немножечко, а точнее грамм 100-150 белого сухого вина. И сейчас нам нужно вино выпарить, чтобы из него вышел градус. Если у вас лук недостаточно сладкий был, то можно сбалансировать вкус, добавить немножко сахара. Вот уже наши сухарики подзолотились. Вино наше выпарилось. Посмотрите, какая кремовая консистенция у нас уже образуется. Сейчас еще пару минуточек и будем добавлять сюда бульон. Добавляем 1 ложку столовую муки. Вымешиваем. И начинаем вливать процеженный бульон. Бульона должно быть немного, приблизительно около сантиметра, чтобы перекрывал наш лук. Хорошо вымешиваем и даем еще побурлить. Консистенцию регулируйте сами. Кто-то любит более жидкий, кто-то прям густой. Я предпочитаю среднюю кремовую консистенцию. Мы довели наш суп уже до нужной консистенции, поэтому давайте переливать в горшочки и будем запекать. Разливаем наш суп по горшочку. Посыпаем сверху все гренками. И
и с сыром. Сыра не жалейте. Это будет очень вкусно. Ставим запекаться на 200 градусов до золотистой корочки. Смотрите, какая красота у нас получилась. Бон аппетит, друзья! Я в Париже.